Сенсация от Трампа. Война с Ираном окончена. Он об этом сообщил между делом, болтая с любимой тележурналисткой. Переговоры с Ираном продолжатся в четверг, но это пока не точно. Венса освистали из-за Трампа и Нетаньяху самые ярые молодые трамписты. Кажется, они уже не за Дональда. Блокада Ормузского пролива. Как это выглядит и вообще работает ли? Мир на грани экономической катастрофы из-за войны с Ираном. МВФ предупредил: богатые обеднеют, бедные обнищают. Папа Римский в Алжире продолжает поездку по Африке и еще громче произносит антивоенные проповеди. Два спикера Конгресса, бывший и нынешний, признали: Трамп перегнул с картинкой в образе Иисуса и не сумел попросить прощения. И только из Мадрида приятные рыжие новости. Там появился на свет малыш орангутана. Мир выбирает ему имя. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Сенсационное сообщение из Белого дома. В интервью Fox News Дональд Трамп сказал, что война с Ираном окончена. Об этом в соцсети X сообщила одна из любимых ведущих американского президента Мария Балтимора после интервью с Трампом во вторник вечером. Я только что вышла от президента. Это было отличное интервью. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну вещь я вам выдам. Я сказала ему: господин президент, вы все время говорите о войне так. Была. Я спросила: она закончилась? Он сказал: закончилась. Соединенные Штаты заявляют о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в ближайшие 2 суток. По информации источников CNN, возглавить делегацию вновь может вице-президент США Джей Ди Венс. Вместе с ним в переговорах, вероятно, примут участие спецпосланник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ранее уже участвовавшие в дипломатических контактах с Ираном. Как отмечают собеседники телеканала, именно эта тройка сейчас фактически отвечает за поиск выхода из конфликта и поддерживает регулярные контакты с иранской стороной и посредниками после 21-часового раунда переговоров в выходные. В телефонном интервью таблоиду «Нью-Йорк» пост Трамп рассказал, что сначала обсуждения шли медленно, а основная площадка нового раунда, вероятно, может быть перенесена из Европы, как предполагалось ранее, в Исламабад. Позднее он уточнил, что что-то может произойти в ближайшие 2 дня, и выразил предпочтение пакистанской столице, ссылаясь на роль маршала Асима Мунира в предыдущих региональных урегулированиях. Трамп назвал его ключевой фигурой и заявил, что не видит смысла переносить процесс в страны, не имеющие отношения к конфликту. При этом он подтвердил, что лично в переговорах участвовать не будет. Отдельно американский президент раскритиковал идею длительной паузы в иранской ядерной программе, в частности, вариант с 20-летним мораторием, заявив, что не хочет временных решений и настаивает на полном отказе Тегерана от ядерного оружия. Официально, впрочем, стороны признают, никаких дат и подтвержденной повестки следующей встречи пока нет, а переговорный процесс остается в стадии предварительных обсуждений. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс выступил на конференции молодежного движения Turning Point, основанного убитым в сентябре сторонником Трампа, праворадикальным активистом Чарли Кирком. Венс рассказал, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется высокий уровень недоверия, который невозможно устранить быстро. Итак, мой вопрос такой. Когда вы смотрели на этих иранских переговорщиков напротив себя, что вы о них подумали? Было ли у вас ощущение, что это действительно те самые люди, которые должны этим заниматься? Я предполагаю, что вы понимаете, как это обычно выглядит. Понимаете, тут сложно сказать наверняка. Соединенные Штаты никогда не проводили переговоров на таком уровне с иранским правительством за 49 лет. То есть это встреча, которой никогда раньше не было, ни при демократах, ни при республиканцах. У нас никогда не было такой встречи, где, по сути, человек, который фактически управляет страной в Иране, сидит напротив вице-президента США. Такого никогда не происходило. И что Мое мнение такое. После 49 лет, конечно, между Ираном и Соединенными Штатами существует очень глубокое недоверие. Эту проблему невозможно решить за одну ночь. Но да, я думаю, что люди, с которыми мы сидели за столом, хотели заключить сделку. И я знаю, что президент Соединенных Штатов сказал нам вести переговоры добросовестно. Мы именно это и делали. И будем продолжать это делать. Но, опять же, никогда не знаешь наверняка. Но вот где мы находимся сейчас. В основе всего президент обозначил политику. Иран не может обладать ядерным оружием.
И сейчас мы ведем переговоры, чтобы это действительно гарантировать. И вот что интересно. У нас действует режим прекращения огня. Ему сейчас примерно 6 или 7 дней, и он сохраняется. И вы видите, что президент он не хочет маленькой сделки. Он хочет большой комплексной договоренности. И фактически он предлагает Ирану очень простую вещь. И, честно говоря, это то, чего, как мне кажется, ни один президент раньше не мог предложить. Он говорит, если вы готовы вести себя как нормальная страна, мы готовы экономически относиться к вам как к нормальной стране. Ему не нужна маленькая сделка. И именно поэтому, скажу так, по линии с Пакистаном мы добились большого прогресса, но сделка пока не завершена, потому что президент действительно хочет соглашения, при котором у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет поддерживать государственный терроризм, и при этом народ Ирана сможет развиваться, процветать и интегрироваться в мировую экономику. Но даже не рассказ о переговорах с Ираном был главным. На собрании самой протрамповской молодежи в мире эта самая протрамповская молодежь освистала Венса из-за конфликта его начальника с Папой Римским и политику в отношении Ирана и Газы. Я думаю, некоторые люди, знаете, реагируют на это так, мол, он не должен был этого говорить. И послушайте, есть вещи, которые Папа Римский говорил за последние несколько месяцев, с которыми я не согласен. Позвольте привести один очень конкретный пример, связанный с этим конфликтом в Иране. Папа сказал нечто вроде того, что Бог никогда не на стороне тех, кто поднимает меч. Бог никогда не на стороне тех, кто поднимает меч. Я почти уверен, что он сказал именно это. С одной стороны, мне, конечно, нравится, что Папа выступает за мир. Я считаю, что это, безусловно, одна из его ролей. Но с другой стороны, как можно говорить, что Бог никогда не на стороне тех, кто поднимает меч? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили лагеря Холокоста и освободили невинных людей, тех, кто пережил Холокост? Иисус Христос не поддерживает геноцид. Я определенно считаю, что ответ «да». И я согласен. Иисус Христос не поддерживает... Иисус Христос, безусловно, не поддерживает геноцид. Я думаю, что очень важно, чтобы Папа Римский был осторожен, когда он говорит о вопросах теологии. И я считаю, что в этой ситуации есть, опять же, вот кричит какой-то случайный человек. Я же сказал, что отвечу на ваш вопрос. Я просто хочу сначала ответить на этот вопрос. Но одна из проблем здесь заключается в том, что если вы высказываетесь по вопросам теологии, нужно быть осторожным. Нужно убедиться, что это основано на истине. И это то, что я стараюсь делать. И это то, чего я, безусловно, ожидаю от духовенства, будь то католического или протестантского, теперь к этому человеку. Он сказал, если я правильно понял, что администрация поддерживает геноцид в Газе. И вот мой ответ. Когда мы пришли к власти, гуманитарная ситуация в Газе была абсолютной катастрофой. И знаете, кто добился мирного соглашения в Газе? Дональд Трамп. Поэтому, если вы хотите жаловаться на то, что произошло в Газе, если вы, сэр, хотите жаловаться на то, что произошло в Газе, почему бы вам не пожаловаться на Джо Байдена и предыдущую администрацию? Мы — администрация, которая решила эту проблему. Президент... Вы убиваете детей. Прошу прощения, сэр. Вы бомбите детей. Прямо сейчас вы видите больше гуманитарной помощи, поступающей в Газу, чем когда-либо за последние 5 лет, потому что мы отнеслись к этой ситуации серьезно. И это одна из вещей, которыми я горжусь в нашей администрации. Будь то там или в Таиланде и Камбодже, мы постоянно старались, насколько это возможно, решать эти проблемы, а не просто жаловаться на них, как тот человек, который только что разозлился и ушел. Детали того, как именно США собираются обеспечивать морскую блокаду Ирана, до сих пор понятны лишь немногим. Но масштаб операции уже просматривается. В районе Персидского залива и Аравийского моря действует не менее 14 американских боевых кораблей, включая авианосец USS Abraham Lincoln и десантную группу с примерно 2500 морских пехотинцев. Не исключено и скрытое присутствие подводных лодок. Такие данные традиционно не раскрываются. В операции, вероятно, задействована и авиация. Однако ее перемещения также остаются вне публичного трекинга. Дополнительные силы на подходе. Авианосец USS George H.W. Bush с группой эсминцев направляется в регион Персидского залива в обход Африки, а USS Gerald R. Ford уже находится в Восточном Средиземноморье. Фактически речь идет о формировании многоуровневой военно-морской группировки, способной контролировать ключевые маршруты и при необходимости быстро нарастить давление. При этом значительная часть параметров операции остается закрытой.
что лишь усиливает неопределенность вокруг реальных возможностей и сценариев развития блокады. США заявляют, в первые сутки морской блокады Ирана ни одно судно не смогло ее преодолеть. По данным Центрального командования США, в операции задействованы более 10 тысяч военных, десятки кораблей и авиация. Речь идет о масштабной военно-морской операции, направленной на контроль судоходства в районе иранских портов и вдоль побережья. 6 коммерческих судов, как утверждают американские военные, получили указание изменить курс и вернулись обратно в иранские воды. Фактически речь идет не просто о демонстрации силы, а о попытке установить жесткий контроль над ключевой энергетической артерией региона – Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Однако реальная картина остается сложнее. По данным международных трекинговых сервисов, включая коммерческие платформы мониторинга судоходства, в первые часы после объявления блокады несколько судов, связанных с Ираном, все же прошли через пролив. Часть из них позже изменила курс, что может свидетельствовать либо о прямом давлении со стороны военных, либо о попытках судов избежать перехвата. В Вашингтоне подчеркивают, блокада не означает полного перекрытия пролива. Она распространяется только на суда, направляющиеся в иранские порты или выходящие из них. Транзитные маршруты для третьих стран формально сохраняются, что позволяет США заявлять о поддержке свободы навигации. Тем не менее, фактически интенсивность движения через Ормузский пролив уже резко снизилась. Если до начала конфликта через него ежедневно проходили более сотни судов, то сейчас этот показатель упал в разы. Судоходные компании избегают региона из-за рисков, как военных, так и юридических. Дополнительный фактор неопределенности – возможные манипуляции с данными. Телеканал CNN указывает на случаи так называемого спуфинга, когда суда передают ложные координаты, чтобы скрыть свое реальное местоположение и маршрут. Это затрудняет объективную оценку происходящего и создает дополнительную напряженность на рынке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к беспорядкам и действует в рамках международного права. Пезешкиан поставил под сомнение основания ударов по Ирану. Мы не стремимся к беспорядкам. Мы понимаем, что не должны идти на войну, чтобы наша страна развивалась. Но в то же время мы понимаем, что если на нас нападут, мы должны твердо стоять и не склоняться перед ними. По какому праву они напали на нашу страну? Что мы сделали? По какой причине они сделали нашего лидера мучеником? Что мы сделали? По какой причине они сделали мучениками наших командиров, наших ученых, наших студентов? В чем была их причина? Почему? Что мы сделали? Мы кого-то атаковали? Мы нарушили какой-либо закон? Что мы сделали? Он также обвинил противников в ударах по гражданской инфраструктуре, включая мосты, больницы, университеты и промышленные объекты. Иранский президент подчеркнул, что страна готова к диалогу, но требует соблюдения международного права всеми сторонами. По его словам, Тегеран не действует против международного права и ожидает аналогичного подхода от других государств. Сейчас, с кем бы мы ни говорили, мы говорим: примите нас в рамках международного права. Мы не действуем против международного права. Вы должны принять те же самые международные законы. Они хотят устранить все, что ведет к развитию и осознанию. Где в международном праве говорится, что вы можете наносить удары по мостам во время войны, ударять по больницам, клиникам, университетам? Где такое сказано? Ударять по фабрикам? Сейчас существует проблема в Персидском заливе, и мир оказался в состоянии потрясения. Это оказало влияние по всему миру. Люди недовольны и подняли свои голоса. Но мы сами находимся в центре этого потрясения. И несмотря на все это давление, наша работа продвигается должным образом. Заявления прозвучали на фоне подготовки новых переговоров по урегулированию конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности возобновления диалога после срыва предыдущего раунда и введения ограничений на иранские порты. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что возобновление переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном весьма вероятно. Об этом он сообщил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По словам Гутерриша, имеющиеся сигналы указывают, что диалог может возобновиться в ближайшее время. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно в рамках одного раунда и требует продолжения переговоров при сохранении режима прекращения огня. Генсек также заявил о системных нарушениях международного права. По его словам, ООН уже направила $12 миллионов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания гуманитарной помощи населению Ирана. Я думаю, было бы нереалистично ожидать, что столь сложная, длительная проблема может быть решена в рамках первой сессии переговоров. Поэтому нам необходимо, чтобы переговоры продолжались. И нам необходимо, чтобы прекращение огня сохранялось в ходе переговоров.
С другой стороны, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации выделил $12 миллионов нашей команде для того, чтобы обеспечить эффективную гуманитарную помощь людям, остро нуждающимся в этой помощи. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики на фоне войны на Ближнем Востоке и предупредил о риске глобальной рецессии при дальнейшем ухудшении ситуации. МВФ представил 3 сценария развития мировой экономики, зависящие от длительности и последствий конфликта. В МВФ отмечают, что последствия войны будут неравномерными. Наиболее уязвимыми окажутся страны с низким доходом, импортирующие энергию, а также страны Персидского залива. Таким образом, несмотря на серьезные торговые перебои и неопределенность в политике, прошлый год завершился на позитивной ноте. Частный сектор адаптировался к меняющейся деловой среде благодаря более низким, чем объявленные, тарифам США. Фискальная поддержка в некоторых странах, благоприятные финансовые условия и технологический бум. Несмотря на риски снижения, ожидалось, что этот импульс сохранится в 2026 году, и мы рассчитывали повысить наш прогноз глобального роста. Теперь война на Ближнем Востоке остановила этот импульс. Закрытие Ормузского пролива и серьезный ущерб критически важным энергетическим объектам на Ближнем Востоке увеличили вероятность крупного энергетического кризиса, если устойчивое решение не будет найдено в ближайшее время. Наш доклад представляет 3 сценария. Наш базовый прогноз предполагает краткосрочный конфликт и умеренный рост цен на энергоносители на 19% в 2026 году. Тем не менее, некоторого ущерба избежать не удастся. Глобальный рост снижается до 3,1% в этом году. Это снижение по сравнению с январским прогнозом. А общая инфляция возрастает до 4,4%. Наш неблагоприятный сценарий предполагает дальнейшие перебои, ведущие к более высоким ценам на энергию и инфляционным ожиданиям, а также к ужесточению финансовых условий в течение года. Рост снижается до 2,5% в этом году, а инфляция возрастает до 5,4%. Наш тяжелый сценарий предполагает, что перебои с поставками энергии продлятся до следующего года, с более высокой макроэкономической нестабильностью. Глобальный рост снижается до 2% в этом и следующем году, тогда как инфляция превышает 6%. Риски снижения сейчас явно очень высоки. Влияние войны будет неравномерным. Страны с низким доходом, импортирующие энергию, находятся в зоне высокого риска, особенно те, у которых уже есть уязвимости и ограниченные резервы. Но наибольший ущерб приходится на страны Персидского залива. Сегодняшний шок напоминает скачок цен на сырье в 2022 году. Тогда центральные банки добились успешного снижения инфляции без рецессии. Можем ли мы ожидать того же результата сейчас? Есть причины сомневаться в этом. В 2022 году инфляционное давление уже было высоким из-за постпандемийных мер поддержки. Сегодня базовое давление спроса ослабло, хотя инфляция остается выше целевого уровня в некоторых странах, в частности, в Соединенных Штатах. Если шок окажется умеренным, инфляция может быть более сдержанной, что соответствует нашему базовому сценарию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с 2-дневным визитом, в рамках которого проходят переговоры с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсуждают широкий круг вопросов международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины и обстановку на Ближнем Востоке. В центре переговоров также развитие российско-китайского сотрудничества, укрепление двусторонних отношений и координация позиций на международной арене. Сергей Лавров заявил, что международная система находится под серьезным напряжением. Я полностью согласен с вами, что сегодня основы международных отношений подвергаются тяжелейшим испытаниям. Посмотрим, что произошло в начале года в Латинской Америке, в Венесуэле, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Украинский кризис, который Запад пытался искусственно создать, чтобы, как он заявлял, нанести стратегическое поражение Российской Федерации, сейчас используется прежде всего европейцами для того, чтобы начать вынашивать планы о создании на западе Евразийского континента нового агрессивного блока с вовлечением в него украинского режима с очевидной целью нацелить это новое образование против Российской Федерации. В ходе визита Лавров отметил, что в течение года у Москвы и Пекина сохраняются дополнительные возможности для контактов и подготовки решений к будущим встречам на высшем уровне. Ван И, в свою очередь, заявил, что в текущих условиях Китай и Россия должны усиливать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество и выводить его на более высокий уровень. Россия и Китай подчеркивают стратегический характер партнерства и координируют позиции по ключевым международным вопросам на фоне глобальной напряженности.
В Вашингтоне впервые за 40 лет прошли прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Посредником выступили Соединенные Штаты Америки. Израиль требует разоружения Хезболлы и достижения исторического мирного соглашения с Ливаном. Ливан, в свою очередь, хочет полного прекращения огня, тогда как Израиль настаивает на продолжении военных операций против Хезболлы во время переговоров. Мы едины в освобождении Ливана от оккупационной силы, управляемой Ираном, под названием Хезболла. Ливан находится под оккупацией, и мы страдаем от их постоянных ракетных обстрелов и террористических атак, пытающихся пересечь границу. Мы обсудили ряд вопросов и, самое главное, видение, долгосрочное видение, где будет четко определенная граница между нашими странами и где единственная причина пересекать территорию друг друга будет либо в деловых костюмах для ведения бизнеса, либо в купальниках для отдыха. Мы ясно дали понять, что безопасность наших граждан не подлежит обсуждению. Это понимает правительство Джозефа Ауна. И должен сказать, это была победа здравого смысла, ответственности и мира. Потому что глава Хезболлы вчера предупредил правительство Ливана не участвовать в этих переговорах. И правительство Джозефа Ауна смело сказало «нет» Хезболле. И это начало очень сильной и укрепленной, последовательной борьбы против Хезболлы. Они ослаблены как никогда раньше. И вместе мы продолжим избавляться от угрозы этой иранской прокси-силы, такой вредоносной и разрушительной в регионе. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эти переговоры исторической возможностью и заявил, что процесс направлен на попытку долгосрочного урегулирования конфликта. Спасибо вам большое. Мы очень рады видеть здесь две страны, с которыми США поддерживают сильные отношения и которым мы готовы помогать в роли посредника. Это историческая возможность. Мы понимаем, что работаем против десятилетий истории и сложностей, которые привели нас к этому моменту. Это больше, чем вопрос прекращения огня. Речь идет о том, чтобы положить конец влиянию Хезболлы в регионе и ущербу, который она наносит как Израилю, так и народу Ливана. Люди Ливана – жертвы Хезболлы и иранской агрессии, и это должно прекратиться. Мы понимаем, что не решим все вопросы за несколько часов, но можем начать движение к созданию рамки, которая позволит достичь устойчивого мира. Это процесс, а не одно событие. Это займет время, но это усилие того стоит. Наша цель – чтобы люди Израиля жили без страха ракетных атак, а люди Ливана – в безопасности, мире и процветании. Израильские эксперты и аналитики проанализировали успехи и неудачи Израиля в войне против Ирана и пришли к выводу, что военная кампания против Ирана не привела к стратегическому перелому, который ожидался политическим руководством страны, несмотря на масштабные военные операции и превосходство Израиля в воздухе. Я думаю, что в начале войны Нетаньяху ожидал, что люди окажут ему больше поддержки из-за войны. Потому что так обычно происходит. Но чем дольше длится война, тем выше цена, которую ты платишь. Все усложняется. Поэтому он не получил того роста поддержки, на который рассчитывал. И если он завершит войну сейчас, он окажется на том же уровне поддержки, что и в начале. И это будет для него удачей, потому что сейчас он начинает терять поддержку даже среди части своих сторонников. Опросы общественного мнения показывают падение доверия к правительству, говорят аналитики. Ситуация осложняется приближением парламентских выборов и ростом общественного недовольства. 70% израильской общественности не верят, что общество получает полную и реальную картину ситуации в Иране. Менее 15% верят Нетаньяху, когда он говорит, что иранцы слабее, чем когда-либо. И существует полное недоверие даже среди лоялистов правительства к тому, что передается политическим и силовым руководством, и таких цифр не было со времен 7 октября. Подавляющее большинство израильтян считает, что эта война — провал. Только 10% воспринимают ее как значительный успех против более 30-40%, которые считают ее полным провалом. Более того, большинство израильтян думают, что Израиль ослабнет после этой войны, и менее 40% говорят, что поддержали бы ее, если бы знали заранее, чем она закончится. Очень серьезные политические последствия. Мы движемся к выборам в ближайший месяц, и это тот же эффект, который мы видели после прошлой войны с Ираном, когда оппозиция Нетаньяху укрепилась. Но теперь общество понимает, что обещания о том, что Ирану и Хезболле потребуются годы на восстановление, были неверны. Это наносит ущерб его рейтингу и помогает его оппоненту Нафтали Беннету. Вот что на это отвечает премьер Израиля. Кампания еще не закончена, но мы можем ясно сказать, что у нас есть исторические достижения. Я хочу напомнить, где мы были. Иран пытался задушить нас. Хамас в Газе, Хезболла в Ливане. Режим Асада в Сирии.
Ополчение в Ираке, хуситы в Йемене, сам Иран. Они хотели задушить нас, а мы задушили их. Они угрожали нам уничтожением, а теперь они борются за выживание. Мы повлияли на них, и у нас еще есть работа. Премьер-министр Великобритании встретился с главой правительства Нидерландов Робом Йеттеном в рамках саммита Объединенных экспедиционных сил. Разговор начали с практики – энергетика, технологии, оборона. Британский премьер отдельно отметил совместную подготовку морской пехоты и дал понять – военное сотрудничество будут наращивать. В центре повестки – безопасность Европы. Лидеры подтвердили – поддержка Украины продолжится, включая учения и усиление ПВО. Затронули и Ближний Восток. Лондон продолжает координацию с партнерами в регионе. Россияне вновь атаковали Днепр. В городе был слышен звук взрыва. Из-за атаки пострадали люди. Есть и погибшие. На месте попадания вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 5 человек, еще 27 получили ранения. Большинство в тяжелом состоянии. Такие последствия российской атаки на Днепр. У пострадавших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы. В общей сложности российская армия более 10 раз обстреляла 3 района области, применяя дроны и артиллерию. Визит Папы Льва XIV в Африку проходит одновременно как миссионерская поездка и как политическое заявление. Уже в первый день понтифик призвал местные власти строить общество на принципах справедливости и солидарности. На следующий день понтифик отправился в Аннабу на северо-востоке страны. Это символическая точка. Именно здесь находится древний Гиппон, родина святого Августина, одного из ключевых мыслителей ранней церкви. Визит в Гиппон не просто жест памяти. Августин сформулировал концепцию справедливой войны, и обращение папы к его наследию происходит на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Таким образом, Лев XIV фактически выстраивает моральную рамку для оценки современных конфликтов. В Аннабе понтифик посетил руины древнего города, где посадил оливковое дерево как символ мира, а затем провел миссу в базилике святого Августина. Поэтому, когда мы спрашиваем себя, как возможно будущее, полное справедливости, мира, гармонии и спасения, мы должны помнить, что задаем Богу тот же вопрос, что и Никодим. Может ли наша история действительно измениться? Мы так обременены проблемами, трудностями и невзгодами. Можем ли мы действительно начать свою жизнь заново? Да. Ответ Господа, полный любви, наполняет наши сердца надеждой. Вера в единого Бога, Господа неба и земли, объединяет людей по совершенной справедливости, которая призывает каждого к милосердию, то есть к любви ко всему творению, той любовью, которую Бог дает нам во Христе. Поэтому перед лицом бедности и угнетения для христиан первостепенным руководящим принципом является милосердие. Будем поступать с окружающими так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. Параллельно Лев XIV усиливает и политическое звучание своих заявлений. Накануне он подтвердил, что продолжит критиковать войну с Ираном, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа, который ранее резко высказался в адрес понтифика. Одновременно Ватикан опубликовал письмо Папы о состоянии демократии. В нем он предупреждает о риске тирании большинства и подчеркивает, демократия остается жизнеспособной только при опоре на моральные ценности. Прямых упоминаний США нет, но контекст очевиден. Во время встреч, в том числе в Доме престарелых под управлением католических сестер, Лев XIV продолжает ту же линию. Осуждение войны, насилия и несправедливости. Его формулировки предельно жесткие. Сердце Бога разрывается от войн. При этом сам визит имеет и стратегическую цель. По словам представителей Ватикана, задача – привлечь внимание мира к Африке, где проживает более 20% католиков. В ближайшие дни Папа посетит Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею, преодолев почти 18 тысяч километров. А вот как около религиозные скандалы вокруг президента США, включая публикацию в соцсети Truth Social с Трампом в образе воскрешающего Иисуса, комментирует его главная оппонентка, бывший спикер Конгресса Нэнси Пелоси и один из его самых преданных поклонников, нынешний спикер Конгресса Майк Джонсон, кстати, искренне верующий католик. Вам нужно спросить психиатра. Вам нужно спросить психиатра, как набожный католик и вообще я ношу эти браслеты, на которых написано «вера» и «милосердие». Если вы верите в доброту американского народа, это дает людям надежду. Я ношу их с молитвой. И когда я вижу, как президент помещает себя в такой образ, я даже не могу об этом говорить.
Вы сами это сказали, но затем у него будто пламя выходит из его рук, как будто он, это даже не заслуживает обсуждения. Это скорее требует диагноза. Спикер Джонсон, можно задать вам вопрос о публикации президента, где он изображен как Иисус. Было ли это богохульством? Я поговорил с президентом, как только увидел это, и сказал ему, что, на мой взгляд, это воспринимается не так, как он это задумал. Он согласился и удалил публикацию. Это было правильное решение. Он объяснил, как он это видел, и я не думаю, что он считал это богохульством. Считаете ли вы, что он должен отступить? Я думаю, он проявил большое уважение к другим, удалив это. В зоопарке Мадрида родился детеныш орангутана. Мама – самка по кличке Сурия. Новорожденный весит около 1,5 килограммов и находится под постоянным наблюдением специалистов. По словам смотрителя орангутанов, детеныш выглядит сильным. Он регулярно питается и большую часть времени проводит рядом с матерью. Посетителям предлагают выбрать имя для малыша. Все варианты будут начинаться на букву «С», продолжая традицию использовать ту же букву, что и у матери в имени. Он выглядит хорошо, сильным. У него с самого рождения хороший хват. Он плачет совсем немного, когда голоден, потому что его мама быстро его кормит. Он ест много и уверенно, и часто. Это легко увидеть, как он ест в течение дня. После людей у них самое длительное детство. В течение первого года они полностью зависят от своих матерей. Они продолжают кормиться грудью до 3 или 3,5 лет и не становятся самостоятельными до 8 лет. Сейчас его задача – есть, спать и продолжать расти. Орангутаны внесены в список видов, находящихся под критической угрозой исчезновения. При этом их численность сокращается из-за утраты среды обитания, вырубки лесов и незаконной охоты.